Харри Кришна, всем, кто любит аккумуляторные батареи. Сегодня видео о коррозии решеток пластин. Понятное дело, это касается только положительных пластин, потому что отрицательные, как мы знаем, они не корродируют, они так и остаются целые. Мы же все когда-то были маленькими детьми и когда-то разбирали эти самые батареи и плавили их на грузики. И очень хорошо еще с тех времен помним, что есть серые пластины, и они абсолютно целые, именно их тогда и плавили на грузики. А есть коричневые пластины, и они, как правило, разрушены и рассыпались. Их на грузики не брали. Но только тогда мы были маленькими и не знали, что серые пластины – это отрицательные пластины, а коричневые – это как раз-таки положительные. И рассыпались они от так называемой коррозии аккумуляторных пластин. И коррозия положительных электродов – это один из самых часто встречающихся факторов выхода аккумулятора со строя, и ремонту такой аккумулятор уже больше не подлежит. А еще мы когда-то учили физику, и при слове коррозия у нас возникает четкая устойчивая ассоциация с ржавым железом. А даже некоторые из нас знают, что ржавчина – это оксид железа, то есть когда железо контактирует с кислородом, получается ржавчина, то есть железо окисляется. А сам по себе кислород, который имеет химическую формулу О2, ну вернее О, это есть один из самых сильных окислителей, который существует на планете Земля. Так вот, в аккумуляторе без кислорода тоже не обошлось, он и тут тоже виноват. Но там все немножко сложнее. Теперь цитата из умной книжки, которая описывает коррозию аккумуляторных пластин. Звучит она так. Коррозия – это явление, обусловлено термодинамической нестабильностью свинца и свинцовых сплавов в области потенциалов, реализующихся на двуокисно-свинцовом электроде. Такая вот заумная фраза из книжечки умной. А теперь вот эту умную фразу переводим на человеческий язык. Попробуем перевести. Двуокисный свинцовый электрод – это не что иное, как положительная пластина. Потому что что такое положительная пластина? Это как раз таки она состоит обмазка из окиси свинца. Область потенциалов – это на самом деле имеется в виду магнитные поля, которые возникают при заряде пластин. А термодинамическая нестабильность свинца – это, собственно, и есть само разрушение пластин. И вот еще раз попробуем перевести на нормальный язык. Так вот, на нормальном языке эта умная фраза из книжки будет звучать где-то так. Положительная пластина разрушается от воздействия на нее температуры магнитных полей и кислорода. А теперь поподробнее и очень простым языком. Тут надо сказать, что явление коррозии изучали много с разных сторон, но так до конца и не изучили. То есть изучали, но так и не изучили. Поэтому существует множество теорий на этот счет. Впрочем, как не все и верят в теорию двойной сульфатации. И, в общем-то, много разных мнений по этому поводу. Поэтому одной какой-то партийной линии в этом вопросе нету. Но давайте сегодня начнем с кислорода. Раз у нас пластина положительная, то обмазка ее, как я сказал, состоит из плюмбум О2, то есть из окиси свинца. А решетка, сама решетка пластины состоит из свинца. Ну, этот свинец может быть легированный некоторыми, там, допустим, кальциевыми добавками. И корродирует именно решетка пластины, а не обмазка. Ну, если сказать даже правильно, то коррозия самой обмазки нас вообще не интересует в этом случае. Так вот, при работе аккумулятором постепенно окислению подвергается сама свинцовая решетка пластин. И кислород постепенно, потихонечку проникает вглубь самого металла. При этом верхний слой корродирует и разрыхляется. Получается кислород как тот крот, постепенно зарывается в кристаллическую решетку металла свинца, то есть на молекулярном уровне, проникает на некоторую глубину, разрыхляет решетку и начинает проникать через рыхлый слой еще глубже. А сама скорость проникновения кислорода внутрь металла решетки сильно зависит от проникновения электролитов в уже образовавшийся рыхлый слой окиси свинца. Это очень похоже
на проникновение электролита в поры пластин. По сути, это одно и то же, только слой окиси гораздо плотнее и электролиту тяжелее в него проникать. И чем больше эта скорость проникновения электролита, тем выше скорость и диффузии, то есть перемешивание электролита в разрыхленном слое, тем быстрее коррозия решетки пластины. От чего зависит эта скорость? От температуры, конечно. Мы же знаем, что чем выше температура, тем более подвижный электролит. Поэтому повышение температуры электролита способствует коррозии и разрушению положительных пластин. Так что с температурой тут все на самом деле очень просто. Теперь разберемся с концентрацией электролита. Тут немножко сложнее. Опять же, если возьмем умную книжку, то увидим, что чем выше плотность электролита, тем быстрее корродируют пластины. Чтобы они меньше корродировали, пластины, например, легируют серебром. Видео об этом было, и там мы все это подробненько разбирали. И пришли к выводу, что серебро – это очень хорошо. Легирование решетки пластин, свинца решетки пластин серебром уменьшает коррозию на 85%. Но сейчас разбираемся с плотностью. На самом деле, сама концентрация серной кислоты на разрушение пластин вообще в принципе никак не влияет. Вот если бы мы взяли две решетки и бросили их в раствор электролита плотностью 1,21, а вторую решетку в электролит с плотностью 1,31, то обе решетки хорошо бы себя чувствовали и в принципе там лежали и горя не знали. Но дело не только в плотности, дело еще и в заряде. А если еще точнее, то в поляризации, то есть в магнитных полях, которые возникают вокруг заряженных пластин. Потому что если пластина не заряжена, то никаких магнитных полей нету. А вот если она уже приобрела потенциал, то неизбежно возникают магнитные поля, то есть поляризация. Мы же знаем, что напряжение на клеммах аккумулятора напрямую зависит от плотности электролита, как говорила красивая баба с сиськами. Больше плотность, больше напряжение. Больше напряжение, сильнее магнитные поля. А еще с самого детства мы, конечно же, знаем, что одноименно заряженные полюса магнитов отталкиваются, а разноименные притягиваются. А в электролите у нас есть всяких ионов, и частиц обмазок, и мусора, и чего только хотите, всего разного и много. И все это между собой притягивается и отталкивается, потому что оно намагничено в магнитных полях. Например, весь мусор в электролите, он практически всегда положительно заряжен. И он притягивается к отрицательным пластинам, как магнитик. Поэтому отрицательные пластины, они своего рода пылесос. Они тянут к себе все, что ни попадя. А еще есть положительный водород и отрицательный кислород. И вот как раз ионы отрицательного кислорода и притягиваются к положительным пластинам, то есть к положительным магнитным полям. И чем сильнее магнитное поле, то есть напряжение на пластинах, которое в свою очередь зависит от плотности электролита, тем сильнее, если очень просто сказать без лишних умных слов, которых полно в умных книжках, тем сильнее отрицательный кислород втягивается в металл положительных решеток, то есть быстрее к себе тянет кислород и мощнее. И кислород быстрее проникает вглубь свинца пластин, окисляет свинец, разрыхляет металл и образует пленку окиси, которая, кстати, очень сильно хуже проводит ток, чем обычный чистый свинец. И таким образом, при увеличении плотности электролита увеличивается скорость коррозии положительных решеток, потому что они интенсивнее обогащаются кислородом. Но это если рассказать простыми словами и упустить всякого рода занудные термины про пограничные слои, альфа-бета образования оксидов свинца. Ну, во-первых, это все нудно, а во-вторых, кому это надо? Итак, подводим итоги. Температура электролита и плотность электролита – два фактора, которые очень значительно влияют на то, как скоро рассыпятся положительные пластины аккумуляторов. А есть еще и третий фактор. И этот фактор очень простой. Это время. Время окисления пластин. Время пребывания аккумулятора на заряде. То есть время, когда магнитные поля при заряде имеют большую силу возле пластин. Длительные заряды
которые вызывают повышение магнитных полей, способствуют коррозии решеток. И тут все понять на самом деле очень несложно. Чем дольше кислород взаимодействует с металлом, тем интенсивнее коррозия. И тут, может, вы заметили, что обычно все лечебные и восстановительные заряды аккумуляторных батарей, будь то балансировка или растворение сульфата малыми токами, все они, как правило, проходят с минимальным разложением воды, то есть с минимальным кипением, чтобы как можно меньше вода разлагалась на водород и на кислород. По сути, нам же аккумулятор нужно вылечить, а не окончательно его добить. И есть только одно исключение. Это заряд аккумулятора до 100% при напряжении 16 вольт. В этом случае нужно просто перемешать электролит. Но заряд при 16 вольтах обычно ограничивают как по току, так и по времени. То есть мы что делаем с током? Не больше 3 ампер, а по времени час-два и больше не надо. И делает это, чтобы как раз таки и избежать интенсивной коррозии решеток, которая в этом случае неизбежна, потому что аккумулятор при 16 вольтах кипит все-таки понемножку. Ну а теперь, чтобы немножко успокоить, напомню, что обмазка пластин используется в глубину только на 50%. Поэтому обмазка, которая находится непосредственно возле металла решеток и ее касается, не контактирует с электролитом от слова совсем. А значит, и быстрое окисление там невозможно. Так что не все так страшно, как может казаться на самом деле. Но если вдруг так случится, что в этой обмазке, которая не используется и служит только для того, чтобы проводить ток, образуется трещина, например, при неравномерной сульфатации пластин по высоте из-за расслоения электролита, то электролит через трещины достает до металла решеток пластин. И тогда вашим пластинам осталось жить очень недолго. Я когда-то в своих видео говорил, что когда электролит достанет до пластин этого аккумулятора, то это будет последний день жизни вашего аккумулятора. На самом деле не последний, не все так быстро произойдет, но тем не менее жить ему осталось недолго. И вот это очень частая проблема. И в основном отваливается 1/3 нижней части пластин. Вот если вы возьмете разрушенные пластины аккумулятора, посмотрите на них внимательно, то всегда отламывается нижняя 1/3. И связано это как раз таки с расслоением электролита. Поэтому не давайте электролиту расслаиваться. Заряжайте аккумуляторы вовремя. И самое главное, правильно. Вот такая она незамысловатая природа коррозии решеток пластин. Ну, сегодня я попытался это рассказать очень простыми словами. Поэтому, кому видео понравилось, ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. Кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаден до лайков. И обязательно пишем комментарии в поддержку этого канала.